Фармакологическое действие. Лидаза – ферментный препарат, выделенный из семенников крупного рогатого скота. Расщепляет основной компонент межуточного вещества соединительной ткани – гиалуроновую кислоту. Мукополисахарид, в состав которого входит ацетилглюкозамин и глюкуроновая кислота. Показания. Ожоговые, травматические, послеоперационные рубцы, длительно незаживающие язвы, в том числе лучевые. Контрактура Дюпюйтрена, тугоподвижность суставов, контрактура суставов, послевоспалительных процессов, травм, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, тяжелые заболевания поясничных дисков, хронический тендовагинит, склерордемия, кожные проявления, гематома мягких тканей, поверхностной локализации, подготовка к кожно-пластическим операциям по поводу рубцовых стяжений, туберкулез легких, осложненный неспецифическими поражениями бронхов, воспалительные процессы в верхних дыхательных путях и бронхах с проявлениями обструкции, травматические поражения нервных сплетений и периферических нервов, плексит, неврит, гифема, гемофтальм, ретинопатии различной этиологии. Рекомендации к применению. При рубцовых поражениях подкожно, подрубцово измененной ткани или внутримышечно, вблизи места поражения, вводят по 64 условным единицам, 1 мл, ежедневно или через день, всего 10-20 инъекций. При травматических поражениях нервных сплетений и периферических нервов вводят подкожно, в область пораженного нерва, 64 условных единицы в растворе прокаина, через день, на курс 12-15 инъекций. Курс лечения при необходимости повторяют. При использовании в офтальмологической практике препарат вводят субконъюнктивально 0,3 мл, парабульбарно 0,5 мл, а также методом электрофореза. Больных туберкулезом легких с продуктивным характером воспаления назначают в комплексной терапии для повышения концентрации антибактериальных лекарственных средств в очагах поражения в виде инъекций или ингаляций. Ингаляции проводят ежедневно, один раз, используя 5 мл раствора, 320 условных единиц. Курс лечения состоит из 20-25 ингаляций. При необходимости проводят повторные курсы с промежутками 1,5-2 месяца. В виде повязок, пропитанных раствором препарата. Для приготовления раствора каждые 64 условных единиц растворяют в 10 мл стерильного 0,9% раствора натрия хлорида или кипяченой воды комнатной температуры. Этим раствором смачивают стерильную повязку, сложенную в 4-5 слоев, накладывают ее на пораженный участок, покрывают вощеной бумагой и фиксируют мягкой повязкой. Доза зависит от площади поражения. 32-64 условных единицы на квадратный сантиметр. В среднем 320 условных единиц на повязку. Повязку накладывают ежедневно на 15-18 часов в течение 15-60 дней. При длительном применении через каждые 2 недели делают перерыв на 3-4 дня. При применении методом электрофореза 320 условных единиц растворяют в 64 мл дистиллированной воды. Добавляют 2-3 капли, 0,1% раствора кислоты хлористо-водородной и вводят с анода на пораженный участок в течение 20-30 минут. Курс лечения 15-20 сеансов. Аппликационный режим дозирования можно чередовать с электрофорезом. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 24 часов. Противопоказания. Гиперчувствительность, острые инфекционно-воспалительные заболевания, недавние кровоизлияния. Для ингаляционного введения туберкулез легких с выраженной дыхательной недостаточностью, легочное кровотечение, кровохарканье, злокачественные новообразования, свежие кровоизлияния в стекловидное тело, сопутствующий прием эстрогенов. С осторожностью. Беременность, период лактации. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. При длительном применении местно-раздражающее действие. Лекарственное взаимодействие. Улучшает всасывание лекарственных средств, вводимых подкожно или внутримышечно. Усиливает эффект.